всем здорово, всем привет. Напишите вот там вот, слышно меня, видно меня там, ну и, соответственно, вот как слышно и как видно. И, пожалуй, начнем стрим проводить. Вот, как говорится, стрим сегодня у нас абсолютно ни разу не по графику. Вот, опять же, люди пишут о том, что многие сейчас сидят на карантине, заняться абсолютно нечем. Поэтому, в общем-то, ну, решил, скажем так, провести для вас такой чудный вещь, как стрим именно в такое время. Ну, кроме того, вчера довольно поздно вернулся, можно сказать, занимался самоизоляцией, если это можно так назваться. По лесу гулял, если быть более точным. Значит, видео о том, как гулял по лесу, короткое такое мое мнение по этому поводу. Есть на моем втором канале, вот, мотокод, который называется. Кстати, подписывайтесь, заходите, думаю, многим будет там интересно. Итак, в общем-то, канал у нас «Приветствую, Виталия», «Привет, Вася Пупкин». Не, стоп, сори, Вася... Паприк. Извиняюсь, прошу прощения, неправильно назвал, значит, имя. Вот, значит, картина такая. Канал у нас про отключение иммобилайзера, но, соответственно, должен быть связан и с привязкой ключиков. Значит, сегодня, как вы уже могли понять по названию, значит, нашего чудного стрима, у нас будет вестись обзор вот такого чудного прибора. В общем-то, скажу откровенно, один из первых приборов, который я купил в свое время по иммобилайзерам, как видите, даже до сих пор целлофан еще, хоть и жутко истрепанный, на экране есть. В принципе, от этого целлофана толку не особо, но не хай будет, как говорится. Хуже от этого не станет. Сегодня, значит, у нас прибор, обзор идет Z-Bull. Бывает в различных компоновках. Бывает маленького размера, бывает большого размера. Бывает выключатель здесь, бывает выключатель, как в моем, вот здесь вот. Что мы сегодня будем делать? Мы будем сегодня обзирать, если можно так высказаться, сей, значит, чудный, замечательный прибор. Ссылка на этот прибор, как положено, будет находиться внизу под видео, пока еще нет ее там. Значит, в этом стриме я, значит, покажу, что умеет этот прибор, покажу два, значит, программных продукта, которые хорошо работают с этим прибором. Об этом приборе, в общем-то, очень часто просили провести стрим. Не знаю, почему голосование его не выбирали, в общем-то, так как голосование у нас на эту неделю и не проводилось, то, в общем-то, я решил сделать обзор всего чудного прибора, чтобы люди поняли, подписчики, зрители вообще, что это за прибор, что он умеет, с чем его едят и как его правильно надо готовить. Приветствую, Автодоктор тоже. Значит, единственное, что я скажу. У нас недавно был обзор, если помните, такого прибора по фамилии Танго, да, значит, это незаменяемый прибор, один другого не заменяет. Хотя по функционалу они друг с другом довольно похожи. Ну, я бы сказал, что они даже идентичны. Значит, разница их заключается в том, что они захватывают различные временные интервалы по автомобилям. То есть непосредственно Z-Bull предназначен для более старых автомобилей, которые с нашего рынка, как замечаете, никуда не пропадают. Значит, прибор, который Танго, для более новых автомобилей. Значит, что, в общем-то, пожалуй, приступим. Значит, сразу рекомендую. Дело, конечно, ваше. Я себе сделал питание вместо родной розетки, повесил вот такой вот чудный прикуриватель. Ссылка, в принципе, есть под видео тоже, где на Алике его взять. Но я думаю, такой чудный прикуриватель найти вообще особой проблемы не составит. Почему, значит, хорошо, значит, этот прикуриватель использовать? Потому что, когда находитесь где-то на выезде, не всегда удобно найти розетку, если машина стоит где-то в непонятном месте, в непонятное время и так далее. Приветствую, Владимир, приветствую, Вадим. Значит, так,
что так рано стрим начали? Ну, я уже говорил, рано стрим начали, потому что многие сидят на карантине, а вечером кому-то неудобно, а я, опять же, довольно поздновато вчера вернулся, чтобы начинать этот стрим. Вот, значит, как я уже говорю, для чего хорошо прикуриватель. Это для того, чтобы где-то находясь на выезде. Единственное, я бы, наверное, не рекомендовал, значит, заводить машину с подключенным прибором. Но плюс в том, что, в общем-то, ну, не знаю, есть там стабилизатор, нету внутри, блок я так до сих пор и не разобрал. Значит, ну, работает и работает, как говорится. Если работает, не лезьте вовнутрь, да. Так, а раз Z-Bull питается от 12 вольт, у меня блок питания на 9. Да, 9 вольт идет родной блок питания, но я свой от 12 запитал, то есть непосредственно. Сейчас даже продемонстрирую, попробую. Значит, вот наш блок питания, от которого он запитывается, как видите, 12,9 вольт сейчас он показывает, да. Значит, ну вот я сейчас в него и воткну, значит, сей прибор. Говорю сразу, значит, что я хотел сразу сказать. Программный продукт, их вообще два. Один написан господами поляками, один написан господами китайцами. Китайский программный продукт без подключенного прибора, если прибор не подключен, работать не будет. Вот, он будет ругаться на вылазящую ошибку. Вот, если, значит, польский прибор работает и без него. Но какой смысл в нем, в общем-то, без прибора, я, честно говоря, не знаю. Значит, что еще хотел сказать? Что еще хотел сказать? Да, в принципе, ладно, давайте, наверное, будем подключать его и смотреть по ситуации. Так, вот мой проводок. Это плюс, это минус. Иди сюда, минус. И плюс. Чик. Вот так. Потребление пошло. Появилась надпись Welcome. Фокусировка, наверное, не очень, да. Вот, значит, приборчик у нас загружается, загрузился. То есть, что можно делать без этого кабеля с прибором? Значит, я сразу пройдемся без прибора, что есть. Так, фокусировка. Алло. Так, не фокусируется, что-то нормально, по-моему, да? Так, тогда, пожалуй, я вам скажу. Значит, верхняя строчка — это прочитать, идентифицировать. Вторая строчка — это копировать трансподеры. Значит, с одного на другой перегонять, да? Не знаю, видно, не видно вам. Вот. И третья строчка — это ручное программирование. Четвертая — тест прибора. Пятое — настройки. Шестое — АБД-диагностик. Честно сказать, что такое АБД-диагностик, в нем я ни разу не пользовался. Дайте хоть зайду, посмотрим. Значит, это ВАК пин-коды какой-то есть. Ну-ка, дайте зайду. Он модуля какого-то ждет дополнительно. То есть к нему еще должны быть в оригинале явно какие-то модули дополнительные, которых здесь нету. Что есть в сеттингах, настройках? Device информация, прочитать out-код, ввести in-код. Это у нас для фордов. Настройки звука. Прикольно, в нем еще и звуки есть. Написано включено, но звука в нем, честно сказать, ни разу не было. Поэтому, в общем-то, я об этом и не загонялся. Итак, в общем-то, пожалуй, утро доброе, Андрей. Так, что ж, будем подключать, наверное, прибор и смотреть, что он умеет делать вживую. Да? Начнем, пожалуй, сначала с польской программы, а потом присоединимся к, в общем-то, той, которую написали господа китайцы. Да? Значит, сразу скажу, обязательно подавать на прибор питания, только вставить в USB будет маловато. Вот, если только вставить в USB, то нифига, прибор не будет виден. Итак, начнем, наверное, с польской программы. Программа называется EFFI. Значит, отломанная версия ровная будет лежать внизу, как обычно, под видео. Вы, кстати, там не забывайте задавать всякие вопросы полезные. Пока я еще дополнительно вернемся, значит, напомню, куда, где, что заходить надо.
на нашем канале. Значит, смотрите. Вот ссылки наши. Это на наш сайт ссылочка будет. Группа в Телеграме, сюда тоже не забудьте зайти. И, в общем-то, наш форум. На форуме много полезной информации. Также ссылки на проверенных китайцев. Вот заходим на наш форум. И смотрим, и смотрим, и смотрим, и смотрим. Вот идут переписки. Думаю, много кто чего интересного найдет. Тут и хорошие, и плохие продаваны описаны, и технические вопросы, и так далее. Ну, само собой, Telegram. Заходим на наш канал и на наш, в общем-то, сайтик непосредственный. Как я говорил, тут было написано автоэлектрик, теперь и МАОФ написано. Ну, так вот. Язык можно выбрать и на любом языке, в общем-то, использовать сайт. Переводы, в общем-то, есть. Ну, кому какой удобно, кому какой нравится. Так, что ж, пожалуй, вернемся к нашему программному продукту. Будем изучать сейчас программу EFI. Надеюсь, она вам сейчас видна. У меня стоит версия 2011 года EFI. Нажмем сейчас сеттинги инфо, но она ничего нам не скажет. Значит. Вот. Единственное, что я скажу по некоторым моделям, например, я столкнулся в свое время с, это у нас был Mitsubishi, как раз вот с таким вот блоком, да, или все-таки Судзуковский был, не Судзуковский, да, все верно, был вот с таким красным блоком Mitsubishi, она его у меня не совсем ровно прописала, но опять же, было бы неплохо, в общем-то, иметь оба программных продукта, поставить, значит, ну, для того, чтобы, в общем-то, когда-то один помогает, когда-то другой помогает. Значит, значит, большой или маленький. Хотя внутри, если верить схематично, они идентичны абсолютно. Некоторые утверждают, что большой все-таки лучше. Но, опять же, это дико двояко. То есть тут как повезет. Мне больше кажется, это все зависит от того, как собрали китайцы. В общем-то, вот такая вот картина. Поэтому главное, какая версия программы, мне кажется, будет стоять. Так что, ну, это крайне относительно. Значит, смотрите, что у нас получается. Значит, сразу здесь будет написано, какой микросхеме расположен чип. Вот, значит, в этом блоке надо его будет открыть. Также вот у нас расположено, где стоит чип. Вот видите, красненьким. Куда первый контакт нарисовано. Вот такая вот картина. Ну и размер файла, который должен получиться по результату. От каких блоков, например, в данном случае у нас подходит, какой ID будет чипа и какой трансподер надо использовать непосредственно для этого автосика. Ну, давайте что-нибудь вот откроем. У нас как раз пришла чик в работе Акрос. Вот. Давайте покрутим с этим Акросом. Видите, мы открываем эту модель. И она у нас сразу же выбрала, какая модель. Mercedes Track, темики ЦУ. Скажу сразу, EFI темики пишет тоже не совсем ровно. Поэтому рекомендую использовать все-таки тот программный продукт. Вот, она сама определила, что за блок. Сказала, что сунуть в него надо T5 чип. Написала, значит, какой микросхеме может быть этот дамп и какой, соответственно, его будет размер. Видите, само все определило. Но так как мне надо записать эти чипы все-таки человеку, я не буду использовать EFI программу, а использую программу ZBull, ну, то есть непосредственно ту. Также что еще умеет? Ну, то есть надо будет нажать трансподер программинг, ну и соответственно мы получим готовый результат. Также можно вот у нас по вагам работать здесь сразу, выбирать машинка какая. Вот такая вот картина. Что умеет эта моделька? Значит, работает по хондам. Давайте, может быть, лучше все-таки перейдем к той программе. Сейчас дойдем до нее.
потому что мне кажется, там будет интересно. Пока ее поверхностно эту просмотрим, ну, мне, скажем так, как я уже говорил ранее, я чаще использую ту программу, а если уже там нету, тогда пытаюсь что-то сделать через эту. Вот, давайте, наверное, какой-то ключик возьмем, сейчас сюда засунем, попробуем, или хотя бы трансподер, и посмотрим, что она у нас расскажет. Сейчас принесу чипы. Эх. Это где-то здесь. Чипы, 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 чипы. Ой. То. Вот. Вот мои чипы. Чипы, чипы, чипы. О! Всем снова привет, я уже вернулся. Вот моя коллекция чипов. Если занимаетесь ключиками, немаловажно, в общем-то скажу, должно быть у вас, ну, как минимум, такая вот коллекция самых больших, часто приходящих чипов. Вот, значит, ой, удирают. Что я скажу также, ссылка на них у нас есть внизу под видео, где на Алике купить их за адекватные деньги. Ну что ж, давайте, наверное, возьмем какой-нибудь чип. Иди сюда, чип. И, а я на экран переключился. И вернемся в нашу эфю, раз мы с ней начали. Держим чипа и говорим прочитать трансподер. Вот он у нас бессовестно замигал. Ага. Не тот компорт выбрал, видите, как ложанулся. Ну, как я уже говорил ранее, с этой программой, которая эфи, я не часто пользуюсь. Какой у нас там компорт? Ага, вот он, 5. Мы на 5 компорту. Возвращаемся. Идем в сеттинги. И выбираем Ага, счастье. Во, появился компорт 5. Выбираем. И возвращаемся прочитать. О, видите? Сразу на экране появляется. Значит, вот наш, оно определило как 40-й Philips скрипта, значит, и сказала, в каких машинах он может стоять. Видите, вот список тут у нас появился, да? Так, стоп, что-то у меня, вот, значит, в каких чипах он может стоять и то, что написано внутри. Это 7935, прописанный под апельки. Как раз вот под Opel я его и использовал в свое время. Вот, дальше, значит, возвращаемся. Что можно еще делать? Записать трансподер. Можно, ну, это вот используется для дублирования вот это. Либо, если у вас есть, ну, вот эта вот строчка, кто-то вручную вам, допустим, вычитал в одном месте, а у вас, ну, нет возможности. Или, допустим, вы нам скинули дамп, хотя нет, это тоже, наверное, не вариант. Ну, грубо говоря, у кого-то есть один ключ, вам надо сделать дубликат. Кто-то вычитал, вам сказал вот эту вот чудную строчку, и вы ее к себе забили. Или дампа у вас нету, блок вам прислали. Ну, вариантов целая куча, для чего это может быть. В общем-то, такие вот делишки. И записать, соответственно, чипа. Ремонт и программинг, ну, это вот как раз то, о чем я говорил. Можно, грубо говоря, вычитать вот эту вот самую строчку и создать EEPROM файл, который уже отправить кому-то далеко по конкретному чипу. Ну, по хитагам тоже все вроде как ясно. Это отдельная тема, возьмем. Вот, 7935. Ну, давайте его прочитаем. Что у нас в нем внутри есть. Вот, он на экране у нас написал самого прибора. Кстати, вот тоже данные. Сейчас попробую вам показать, если увидите. Вот, это то, что там было на экране в программе написано. Оно появилось также и здесь вот у меня. Вот, возвращаемся обратно в программу EFI. Потом все-таки вернемся. Ну понятно, что он здесь ничего нам не рассказал. Он же у нас крипто. Вот, закодированный.
Ну и, соответственно, можно по мегамосам в ручке все править. Ну, собственно говоря, вот и вся польза от EFI. Как я уже говорил ранее, EFI я использую исключительно тогда, когда нету функционала в вот этой программке. Кстати, надо COM5 выбрать, рефреш порты опять тоже сделать. Так, из EFI мы выйдем, чтобы они не поругались друг с другом и не поняли, кто кого, зачем и почему. Рефреш порт. Рефреш порт, я сказал. О, появился 5. Говорим ему Connect. Все, подружились. Тут написано, как видите, device token 500, но так как версия у нас китайского программного продукта, соответственно, у нас токены она абсолютно не списывает. Кстати, интересно, русский язык есть? Не, нету. Ну, в принципе, тут язык этот и поскольку. Ну, так мы уже балуемся с этим ID 40. Давайте ему скажем, прочитай. Так вот у нас считается. Как видите, тот же самый список по автосикам Opel. Но также появились еще машины Holden и General Motors Бразилия, которых и Fiat также, CDC, кстати, ни разу не попадался, которых не было в EFI. Как видите, значит, все-таки это уже программка по функционалу, в общем-то, это самое выше, так как в той программе у нас не было вот этих машин. Так, вопросы уже. Так, Саша, у вас в Минске все предприятия работают, обстановка какая у вас с этим коронавирусом? Значит, с вирусом, с этим у нас все индивидуально, скажем так. Все предприятия работают, но некоторые сотрудники, некоторые директора отпустили своих сотрудников на домашний арест, если можно так сказать. То есть, либо в офисе по одному, либо на удаленке, либо, если работа связана только с работой в помещении и отпустили домой, то чаще всего за свой счет в отпуск отправили, либо в пользу отпуска. Ну, вот такая у нас, значит, картина. Поэтому, ну, честно говоря, давайте про это поговорим чуть позже. Давайте пока все-таки по Z-Bull, а кому будет интересно, поговорим на остальные темы. Значит, смотрим, что у нас дальше есть. Extended Function. Это вот как раз и есть запись, о которой мы говорили ранее. Вот мы, например, нажимаем, и она у нас сразу пишет, какая микросхема, какой, кто, куда, зачем и почему. Так, давайте, кстати, да, Т5, вот я и запишу сюда, потому что меня просили записать Т5. Так, а где они у меня лежат? ID 48. Блин, я целую пачку Т5 заказал. Так, сейчас, минутку. Ссылки, кстати, как я и говорил, будут находиться. Кстати, у меня какой-то неподписанный лежит чип. Дайте-ка посмотрим, что за он. Main меню. Прочитать. Туда мы вернемся. О, а он и не читается. Какой-то убитый у меня, значит, в гордом одиночестве. Говорит, не могу прочитать чип. Но это у меня что-то, значит, один какой-то убитый от чего-то остался. А вот моя коллекция Т5. Кстати, самые ходовые. Не знаю почему, но у меня они оказались самыми ходовыми. Вот по заказу нашего клиента одного. Они попросили прописать 2 Т5. Вот мы их и запишем. Возвращаемся, значит, в Extended Function. Открываем еще раз файл, мало ли. Значит, и записываем. Программировать трансподер. Видите, вот мы его сюда кладем и говорим программинг трансподер. Writing, please wait. Вот, один уже у нас записан. Теперь берем второй, потому что заказано было 2. И говорим опять программинг трансподер. Вот они у нас пишутся. Все, трансподер функционально записан. Все, теперь эти 2 ключа
будут заводить этого тега Акроса с этой микросхемкой. Все, их, значит, откладываем в сторону. Это заказ мы человеку выполнили. Так, это у нас ID40, а где-то 5, а вот они. Самые, не знаю, как у кого, какой у вас рынок будет по машинам ходовым, но у меня самые, как я уже говорил, часто востребованы, это они. Ну и давайте, конечно, его прочитаем теперь. Да, скажем ему «прочитайся». Ну и, собственно говоря, вот он ID13, который находится внутри. И на каких машинах он может стоять. У нас машинка Mercedes. Вот на Витах также может стоять. И на некоторых других. Ну, как видите, по дампу он определил ID13 и записан именно под этот EEPROM. Значит, что у нас здесь есть? Как видите, список довольно богат по машинкам. Я давайте медленно прокручу. А вы уже смотрите. По блокам конкретно заладить не будем, отнимать ваше драгоценное время. Хотя, конечно, если хотите, чтобы прошелся конкретно, что где есть, то напишите внизу. Ну, точнее, вот там вот сбоку. А я пока пройдусь, посмотрю, что еще у нас здесь есть. Также, что у нас здесь есть? Transponder Production. То есть, апелевские, например, или ваговские чипы надо готовить сначала. То есть, вот ниссановские также, митсубановские и пежошные. Помните, я вам рассказывал про Mitsubishi, что там возникла проблема с EFI. EFI у меня не готовил чип. Непосредственно вот эта программа умеет также подготовить чип. То есть, грубо говоря, если вы решите там бага какого-то положить чип с помощью того же SBB, либо какого-то другого программного продукта, вам его сначала, ну или Вопеля, вам сначала чип надо подготовить. Это просто как дважды 2 18 должны запомнить. Вот, то есть чипы по этим вот моделькам надо готовить. И также, ну это ID чипа в начале написано. И также, ну тут списки, допустим, не пежошный чип, допустим, вот 46-й берем, открываем. То вот список, какие, ну надо, под какие машины и года написаны, под которые надо чип готовить. Ну это вот ID чипов. Перед привязкой. Это вот такая вот картина. По одометрам приборки не мотаю. У нас приборки это уголовная статья. Поэтому в приборке я не лажу. Так для себя, конечно, можно что-то побаловаться. Но для того, чтобы делать на продажу, коммерческой основе, я пробегами не занимаюсь. Вот такая вот картина. Ну и смотрите, выбираете, когда какой чип вам надо готовить. Ну, допустим, берем апелевский такой и нажимаем продукция трансподер. Это значит продюсер трансподер, она его и пропишет. Собственно говоря, берем Opel, например, Astra. Но здесь главное, старайтесь не ошибиться. Честно сказать, мне кажется, это в принципе без разницы какой. Но лучше, как говорится, перебздеть, чем недобздеть. Поэтому выбираете правильно машину. Нажимаете продюсер трансподер. Ну, чипа я сейчас переводить на это не буду, потому что она вот у меня его не нашла. Понятное дело. Потому что, ну, смысл переводить. Не знаю, когда она придет, допустим, конкретно такая машина. Тогда уже будет, в общем-то, такая картина. Покажите, как вы готовите. Ну, вот это чипа подготовка. Правильно я понимаю? Или про еду идет разговор? Не совсем понял вопроса, но вот это вот подготовка чипов. Так именно готовится. Дальше идем в Хитаг. Здесь у нас все понятно. Также становится... По Хитагам проведем, я думаю, с вами отдельную тему. Ну, мне кажется, это будет намного более интересно. Также здесь есть такая волшебная вещь, как трансподер каталога. Каталог трансподеров. То есть, для чего это надо? Вам, допустим, позвонили, хотят пригнать, ну, допустим, какую-нибудь Тойоту, да? И хотят пригнать вам, например, Тойоту, ну, не знаю какую, а вы вот здесь вот выбираете.
какая, значит, у вас Toyota, какого года вам пригонит. И вы уже знаете, какой трансподер для этого надо использовать. Кстати, на форуме я уже выкладывал базу по трансподерам. Так. На форуме можете тоже ее скачать. Кстати, эти обе программы, которые я сегодня показываю, также будут выложены у нас на форуме. Может быть, кому-то пригодятся. Keyfob. Вот это, кстати, ну, довольно полезная фишка. Для чего это надо, что это такое? Допустим, выбираем ваги, и у нас здесь расписано, как привязать ключ центрального замка по BMW. Ну, то есть, вот такая вот картина. Да, кстати, если у кого-то совсем туго, мега туго с английским, помечаем, нажимаем Ctrl-Insert кнопку. Это значит скопировать. Заходим сюда, открываем Translate и вставить. Только это у нас с английского. И что мы имеем в виду? Мы имеем в виду вот здесь вот полностью все на русском языке. Думаю, намного понятно будет. В общем-то, сложного ничего нету. Так, возвращаемся к нашим енотам. Что у нас есть дальше? Каталог, понятно. Дата-база. Когда на какой-то машине вы, ну, компьютере делаете какие-то машины, в этой закладке у вас будет список всех машин, которые вы сделали на этом компьютере. Ну, у меня, так как Windows я недавно переставлял, здесь абсолютно пусто. Дистрибьютор, сюда вам залазить не надо. В общем-то, почему? Потому что прибор является неоригинальным, и дистрибьютора вам толку абсолютно никакого нету. Дальше что? Ну, здесь тоже ничего нам не надо. Апдейт, сюда залазить вам тоже не надо. Здесь вы не найдете ничего, ничего полезного. Ну, соответственно, поддержка официалов вам тоже не интересна будет. От нее толку будет абсолютно никакого. Вот, ну, собственно говоря, такой прибор. Теперь можем поговорить, наверное, можете позадавать вопросы по этому прибору, можете позадавать вопросы какие-то не тематические. Я пока вот буду чипы складывать в свои упаковки. Как я уже говорил ранее, база должна быть у всех своя по этим чипам. Почему она должна быть? Когда придет машина, ну, вы же не будете ждать, пока китайцы вам пришлют чипы. У меня, я скажу сразу, по практике, самые часто используемые по моей базе, это 7935, 7936, это Т5 также, это, значит, самые частые, наверное, 4960 трансподеры. Ну, вот это вот самые частые, которые у меня чаще всего. Их поэтому, наверное, штучек 20-30 я заказываю каждый раз, ну, вот просто чтобы было. И они, как видите, у меня тоже разбегаются. Вот такая вот картина получается. Ну что ж, наверное, я не знаю, как я уже говорил, внизу под видео будут ссылки на ZBull, на проверенных китайцев, на эти трансподеры на чудные. На что еще, что вам еще рассказать? Ну, наверное, и все. Что еще можно сказать полезного? Под винда, значит, работает этот прибор с XP-шкой нормально. Сейчас у меня стоит, значит, семерка 64 бита. С ней, как видите, работает тоже нормально. Поэтому, ну, я не знаю, если под семеркой 64 бита работает, значит, по 32 однозначно будет работать. Как я говорил ранее, использовал под XP-шкой. Тоже работал нормально. Поэтому проблем, я думаю, возникнуть не должно. Восьмерку я себе просто не ставил. Десятку тоже не ставил. Поэтому за них я вам ничего не скажу. Мне они абсолютно не понравились. Так. Как подготавливаете чипы? Так я же только что показывал. Не? Посмотрите еще раз по записи. Ну, либо ладно, давайте еще раз покажу. Смотрите, заходим. Transpodер Production. Вот закладка. Transpoder Production, да? Выбираем, какой ID чипа у вас. Как узнать, какой ID чипа, я вам тоже говорил. Значит, допустим, выбираем Opel какого-то. Ну, раз мы уже взялись за Opel, да. Выбираем Opel.
Выбираем, допустим, ID40 Miriva, ну, Miriva у нас, смотрим ID40. Она может быть в ТМС на плате, может быть трансподер ID. Значит, ну, обычный. ID40 это у нас из 7935 он готовится. Значит, что мы делаем? Идем, ой, не сюда. Идем, трансподер Production. Вот у нас 40-й ID, о котором я говорил ранее. Заходим внутрь него, выбираем ключ. Первый, второй, третий или какой далее. Правильно? Значит, выбираем, у нас Opel был Miriva, как мы помним, да, 2002 года. Вот он, ID40. Use Blank, PCF 7935. Соответственно, выбираем. Ой, блин! Я вам что, видео не включил? Сорян, Ребзя. Сейчас переключу на экран, повторюсь еще раз. Так, смотрите, значит, запускаем программу. Идем, значит, идем. Трансподер каталог. Значит, выбираем, вот у нас Opel Miriva, например, 2002 года, ID 40 в данном случае. Теперь идем в трансподер Production, выбираем, значит, ID 40, как у нас был ранее указан. Выбираем, какой номер ключа будет. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Например, второй. Первый у вас уже есть. Чтобы не было конфликта, выбираем тогда, соответственно, второй. Какой ключ прописан, можно посмотреть, например, через тот же обком, классический, банальный. Вот, выбираем этот, значит, Opel Miriva ID40. Снизу написано Use Blank PCF 7935. Это говорит о чем? Что надо использовать чистый, неподготовленный 7935 трансподер. И нажимаем процесса трансподер. Продюсер трансподер, то есть подготовить трансподер. Все, значит, ключ у нас будет подготовлен для привязки к этому Opel как ключ под номером 2. Ну и, соответственно, уже привязываем с помощью того же обкома, либо, да, вариантов целый мешок, GMTech и так далее и тому подобное. Так, чем бюджетнее разблокировать 7941? 7941, я как-то не заморачивался по этому поводу абсолютно, если честно, да. Чипы стоят не таких атомных денег. Тангом, может, попробуйте. Ну, честно сказать, ну, либо хитак что-нибудь по этому сал. Не, муть занес. Так, не скажу, я просто никогда этим не заморачивался. Мне проще взять готовый. Так, TPX1. Дам маленькую подсказку. Значит, по некоторым машинкам, например, по тем же Маздайкам и так далее и тому подобное, я использую хитрый финт ушами. Я иду на рынок и покупаю бэушные ключи. Вот такая вот картина. Ничего страшного, надеюсь, что я вам об этом рассказал, и кто-то раскупит ключи, и мне теперь самому фиг достанется. Ну, что поделать. Допустим, по Маздам у меня их штук 20 еще есть. Вот. Ну, на некоторое время хватит. Это те, которые стоят там по 40-50 долларов. В общем-то, поэтому некоторые ключи я покупаю бэушные. Вот. Конечно, чипа оттуда уже не выдернешь. Ну, что делать? В общем-то, для некоторых выходов из ситуации использую именно такое решение. Если у человека, например, нету ключа, то замок тогда перебираю уже под этот ключ, который купил бэушный. Вот такая вот картина. Так, по переделкам этого блока, честно скажу, вот он у меня куплен был уже лет, наверное, с 7-8 назад, тут точно. Я его даже не разобрал, как я вам уже говорил, потому что он работает. А смысл переделывать? Допустим, вот в тангах есть косяк, он 7935 криво использует. Кстати, то, что танго 7935 криво использует, можно вот здесь сделать, если вам так лень перематывать. Но, как я уже говорил ранее, я свою тангу не переделывал. Моя танга куплена по ссылке тоже, которая внизу была, и работает замечательно без переделки. Как помните, я вам показывал 7935, она читает просто на ура, читает и пишет. Ну, в общем-то, видео у меня было по этому поводу. Поэтому, в общем-то, такие вот картины.
Кстати, как видите, прибор работает, да, а на блоке питания у меня сейчас уплыло, как видите, 13,2 вольта. Это возвращаясь к тем енотам, о которых говорили в самом начале, о том, что блок питания в приборе 9-вольтовый. Как видите, 13,2 вольта, прибор себя чувствует замечательно. Конечно, заводить машину не стоит, мало ли там какие-то просадки, скачки напряжения будут, поэтому это если будете использовать его через USB прикуриватель, ой, не через USB, через прикуриватель, через обычный. Ну, как видите, на 13 вольтах он у меня работает просто замечательно. Вот такие вот делишки. Что вам еще интересного рассказать? Наверное, ставьте вот здесь вот внизу всякие такие полезные лайкосы, да, если вам это интересно. Вот, также нажимайте на колокольчики. Вот. Также не забывайте заходить на наш форум. Что вам еще интересного рассказать, раз ничего не спрашиваете? Наверное, и все тогда. На этом будем завершать стрим такой внеплановый. Вот, 40 минут он у нас прошел примерно. Я уже сказал, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты этого видео. До скорых встреч. Пока-пока.